В нынешнем году зарплаты в долларовом эквиваленте стали меньше, чем 8 лет назад. Такую неутешительную статистику чиновники подбили по итогам июля. Так, в прошлом месяце в пересчете по курсу Нацбанка средний заработок составил около $580, а в июле 2013 года он достигал 616. Важно отметить, что средняя зарплата не является маркером реальных доходов белорусов, поскольку она складывается в том числе из гонораров, которые себе рисуют так называемые руководители высшего звена. К тому же статистические органы считают этот показатель до вычета налогов и взносов. К слову о разнице в доходах начальников и нанятых людей. В экономике она называется медианной зарплатой и делит выборку работников пополам на тех, кто имеет зарплату ниже средней и выше нее. Если обратиться к статистическим данным по этому пункту, то ситуация с доходами населения выглядит еще критичнее, поскольку за последние 8 лет средний заработок сократился примерно на 2,5%, а медианный на 13,5%. Этот факт лишь подтверждает то, что планку средних зарплат держат исключительно высокооплачиваемые сотрудники. Например, за май текущего года средняя зарплата составила 1420 рублей, а доля работников, получающих меньше этой суммы, почти 73%. То есть больше половины белорусов по-прежнему очень далеки от заветных по 500. В этом свете занимательно выглядят откровения главы администрации нелегитимного Дмитрия Крутого о том, что Беларусь занимает высокие места во всех мировых рейтингах развития. Свою дозу оптимизма выкатил и премьер Головченко, на днях заявивший о стабильно растущих реальных доходах белорусов. Однако верный адепт лукономики забыл упомянуть один критичный пункт. Рост доходов моментально съедается инфляцией. Это значит, что условно прибавивший целых 3% расчетный листок в действительности немало потерял, так как цены в потребительском секторе только за прошлый месяц увеличились почти на 10%. Как говорил дорогой Леонид Ильич, экономика должна быть экономной. Правда, в случае с лукономикой это правило распространяется только на тех, кто держит ее на своих трудовых плечах. Белорусская атомная электростанция простаивает уже более месяца. В июле на многострадальном детище нелегитимного, построенном на кредитные деньги Кремля, опять произошла поломка. Местные кулибины долго искали причину неполадок и, наконец, поняли, что причина в отказе одного из элементов возбудителя турбогенератора. Однако, судя по всему, проблем у ядерного монстра намного больше, ведь станции требуется оборудование для устранения течи и свищей. Соответствующий тендер на днях появился на сайте госзакупок. Необходимые детали оценены в более чем $20 тысяч. Стоит отметить, что с ноября прошлого года первый и пока единственный блок АЭС отключали от сети уже более 7 раз. По утверждению Министерства энергетики, все эти отключения плановые и проводятся в рамках испытаний и регламентных работ. Самое активное участие в них принимает Российский Курчатовский институт. Примечательно, что в 1949 году этой научной лаборатории было поручено догонять США в гонке разрушительных технологий. Именно там была создана первая советская ядерная бомба. Удовлетворившись эффектом, произведенным на мировую общественность, ученые переключились на условно-мирный атом, которым занимаются и по сей день. Однако текущая коллаборация двух диктаторских режимов против всего цивилизованного мира заставляет задуматься, действительно ли из АЭС пытаются извлечь электроэнергию или же... Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. БГУ не продлили контракт с историком и исследователем сталинских репрессий Игорем Кузнецовым. Преподаватель проработал в университете 23 года, но неожиданно оказался не нужен кафедре дипломатической и консульской службы. С учетом того, что министром образования Беларуси является фанатичный коммунист Игорь Карпенко, такое развитие событий совершенно не удивляет. Поводом для увольнения преподавателя, входившего в десятку самых цитируемых ученых БГУ в системе Google Scholar, стало идеологически невыверенное интервью порталу «Солидарность» о причинах и итогах Второй мировой войны. Видимо, Игорь Кузнецов уделил недостаточно внимания материальным претензиям секты свидетелей Лукашенко к Германии за времена оккупации. Стоит отметить, что сразу после интервью Кузнецова в пропагандистском листке «Советская Белоруссия» был опубликован ответ Чемберлену за авторством бывшего КВНщика Андрея Муковозчика, который предложил начать разбираться с учеными-коллаборантами. В своих интеллектуальных изысканиях так называемый журналист апеллирует
апеллировал к статьям из Википедии, а опытного преподавателя историка назвал дрянью и духовным наследником фашистских приспешников. Такая политика незаконной власти по отношению к любому инакомыслию уже имеет фатальные последствия. Сейчас за решеткой находится более 40 человек, связанных с системой образования. Среди них 31 студент, 7 несовершеннолетних школьников, преподавательница АбГУИР Ольга Филатченкова и представитель Светланы Тихановской по делам молодежи Алана Гебремариам. Все это не что иное, как объявленная режимом война на уничтожение молодежи, которая имеет смелость отстаивать свои убеждения и право на свободу. Белорусская сторона отказалась пропускать гуманитарный конвой из Польши. Это фура с палатками, одеялами, полевыми кроватями и средствами защиты, которая была предназначена для мигрантов, застрявших между двумя государствами более 2 недель назад. 32 нелегала из Афганистана пытались незаконно пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. А когда мигранты попытались вернуться в Беларусь, вооруженные силы нашей страны не дали им это сделать. Более слабых Польша в итоге приняла, но 24 человека до сих пор находятся под открытым небом, без воды, еды и теплых вещей. Лукашенко пытается спекулировать ситуацией. На государственном телевидении рассказывает истории о том, что мигрантов под угрозой расстрела поляки пытаются выдворить в Беларусь. А пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси и вовсе обвинил Польшу в провоцировании миграционных потоков из Афганистана. Польша тем временем подверглась жесткой критике ООН. В организации напомнили, что согласно Конвенции о статусе беженцев, людей, которые просят убежище, нельзя наказывать за незаконное пересечение границы. В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, что принять мигрантов значит сдаться давлению нелегитимного. Если мигрантам нужно убежище, им стоит просить его в Беларуси. А пока обе стороны продолжают конфликтовать, некоторые поляки пытаются самостоятельно помочь мигрантам. В СМИ обеих стран сегодня массово обсуждают видео, на котором запечатлено, как польский депутат Франтишек Стерчевский пытается прорваться к мигрантам и передать им мешок с лекарствами. Увы, сделать ему это так и не удалось. 30 лет назад независимость Беларуси стала реальностью и обрела законный статус. Но на законы в эпоху позднего лукашизма всем плевать, и поэтому у режимных СМИ свои праздники. Они отмечают 25 лет революции комбайнов. В 1996 году в этот день главный аграрий всея Беларуси приказал Гомсельмашу начать производство собственной сельхозтехники. И никому из них даже в голову не приходит, что если бы не независимость, то пиком карьеры этого человека так и остались бы избиения трактористов за пьянку в убыточном подшкловском совхозе «Городец». Общеизвестно, что Лукашенко, будучи депутатом Верховного Совета БССР, за независимость не голосовал и в момент ее провозглашения вообще отсутствовал в зале парламента. За день до объявления о независимости депутат от БНФ Галина Семдянова впервые внесла бело-красно-белый флаг в сессионный зал. А 25 августа 1991 года людям, собравшимся перед Домом правительства, о провозглашении независимости сообщил другой депутат от БНФ Петр Садовский. От переполнявших его эмоций он не смог говорить и запел народную песню «Ой, у бары три дороженьки». Спустя годы белорусы еще продолжают свой тернистый путь к обретению подлинного суверенитета и построению демократического государства. Сегодня в честь праздника к соотечественникам обратилась Светлана Тихановская. Народный лидер отметила, что для нас крайне важно помнить свою историю, чтобы случайные люди во власти не имели возможности ее переписывать. Всего 4 часа понадобилось белорусам, чтобы собрать политзаключенному Дмитрию Гопта финансовую помощь в размере 1500 евро. В феврале текущего года 21-летнего парня приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что он якобы во время августовских протестов принимал участие в массовых беспорядках и проявил насилие в отношении сотрудников силовых структур. Свою вину молодой человек признал под давлениями взамен на свободу. Ни свидетелей, ни каких-либо других доказательств вины парня у суда не было. Но несмотря на это и то, что у Дмитрия диагностирована умственная отсталость, судья все же отправил парня в Витебскую колонию, где ему отказываются давать разрешение на свидание с родителями. Те, в свою очередь, всеми силами пытаются вытащить сына из тюрьмы, но даже на передаче денег у них не хватает. Поэтому фонд «Байсол» организовал сбор средств на денежные переводы в колонию, лекарства, одежду и продукты. Несмотря на то, что необходимая сумма уже собрана, сбор средств все еще продолжается. Ссылку для помощи мы оставим в описании к этому видео. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. Завтра в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайф не пропустите ток-шоу «Народ спросит», который проведу я и мой коллега Андрей Микрюков.
Обсудим, что может стать триггером для возобновления протестов в Беларуси и как защитить свои права, если вас принуждают вступать в профсоюз под угрозой увольнения или лишения премий. Я же прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!